В мире монолог-фармацевта, вдохновленном Древним Китаем, император просто не может завести себе обычную семью. Гарем является для него как привилегией, так же и обязанностью, поскольку тот имеет лишь одну основную функцию – это произвести как можно больше наследников и не дать правящему роду прерваться. Но иногда бывают моменты, когда император думает о чем-то приземленном и выходит из образа сына неба и хочет получить что-то похожее на жизнь большинства людей с особенными для него людьми. Хотя для этих самых особенных людей это может обещать страдания. При этом сам император это отлично осознает, и чувство вины после этого может терзать его десятилетиями. А пока мы не начали, пожалуйста, поддержите это видео, оцените его и оставьте комментарий. Также тема этого ролика была выбрана через голосование на этом канале, и скорее всего голосование за следующую тему уже идет. В этот раз история начинается еще до восхождения нынешнего императора на престол. Тогда он был наследным принцем Ка Юян. Из близких ему людей у него был друг детства, что сейчас носит имя Гаушунь, отказавшись от кланового имени, и который является помощником и телохранителем нынешнего императора, а также старшая молочная сестра Адо, дочь Суйрэй, на тот момент главной служанки императрицы-матери Аньши. Адо по своей натуре очень свободолюбива и мечтала о том, что когда вырастет и сможет покинуть дворец, станет торговкой и будет путешествовать. Из-за такого небольшого круга общения очевидно, что будущий император привязался к ней, и в тот момент, когда ему было необходимо выбрать наставницу, то есть свою первую партнершу, из-за страха, что его подруга детства его покинет, та, с кем он мог быть наиболее человечным, Ка Юян выбирает Адо своей первой наложницей, чем рушит все ее планы и мечты, поскольку ни одна женщина, которую когда-либо посещал принц или император, больше не может покинуть пределы дворца, за исключением редких обстоятельств, но это временно и требует особого разрешения императора. Понимая, что он делает, Юян, которого Адо прозвала просто Яном, спрашивает о том, что он может сделать для нее. В процессе осознания того, что происходит с ее жизнью, то теперь кроме внутреннего дворца она вряд ли что-то увидит. Адо просит сделать ее императрицей и матерью нации, что означает, что именно ее ребенка должны сделать наследником и следующим императором. И через какое-то время у них действительно рождается сын. Но поскольку, как вы уже знаете, сын Адо родился в тот же день и примерно в то же время, что и сын императрицы-матери Аньши, из-за чего у Адо было некому принимать роды. Она пострадала и больше не могла иметь детей. Уже на тот момент ее жизнь была размеренной и скучной, без новых ощущений и событий. И для нее материнство могло стать отдушиной. Однако, понимая все угрозы и опасность внутреннего дворца, в итоге она пошла на опрометчивый шаг и обменялась сыновьями с императрицей Аньши. Но подробнее об этом мы поговорим в другом видео. Но в результате ужасающей ошибки главной служанки Адо, сын императрицы, к которому Адо успела привязаться, умирает. И тот глубокий траур и горе, куда провалилась Адо, во многом не просто из-за смерти ребенка, а также потеря единственного нового события, что произошло в ее жизни, и возвращение к рутине. Хоть она и обезопасила собственного сына, и даже спасла его, но сама потеряла то, чего ей сильно не хватало, а также теперь она не могла реализовать себя даже как мать, из-за невозможности больше иметь детей. И поскольку все это случилось, Адо через время очень сильно привязалась к дочери своей мертвой подруги, которая в достаточно юном возрасте попала в гарем старого императора в качестве наложницы. И это была Лишу. Отец, который из-за слухов о том, кто является настоящим отцом Лишу, пренебрежительно к ней относился и воспринимал ее больше как политический инструмент, нежели как своего ребенка. Адо же, зная о наклонностях старого императора, посчитала своим долгом защитить дочь подруги. По сути, Адо заменила Лишу фигуру матери, что дало обеим некоторое облегчение и ту самую отдушину. К слову о том, в насколько раннем возрасте Лишу попала в гарем. Проводя время с Адо и будущим императором, она называла принца просто дядей, даже не понимая, кто перед ней. И появление маленькой Лишу очень сильно повлияло на императора, который также начал со временем воспринимать ее как свою дочь. Хотя со стороны Лишу в будущем признания в императоре фигуры отца, такого просто не было. В то время, когда в будущем уже молодой император Ка Юян думал о судьбе Лишу, думая о ее замужестве, ее месте в монастыре и гареме, сама Лишу была обеспокоена тем, как к ней относится ее родной настоящий отец и единокровные братья и сестры. Но при этом искала поддержки именно у Адо. Со временем отношения между этими тремя стали очень запутанными и довольно странными. И больше всего это повлияло именно на Лишу. После смерти старого императора она, как наложница, что не была посещена ни разу, была отправлена в монастырь, где условия жизни довольно строгие, где она уже не являлась принцессой клана У и дочерью его наследницы, то очень беспокоило императора, из-за чего ее вернули в гарем. Адо и император думали о том, что это даст ей небольшую передышку, пожить спокойно, не думая о проблемах перед тем, как выйти замуж. Но в итоге сама Лишу, из-за того, что она вернулась в гарем,
гарем подверглась травле со стороны своих служанок, которых ей присылали из дома, поскольку это было крайне странным, что наложницу по сути передали по наследству. Также и сама Адо оказалась в довольно странном положении, поскольку на самом деле ей уже не было места в гареме, на месте старшей наложницы, поскольку она была бесплодна, из-за чего по всему гарему ходили слухи о гнилом плоде. И несмотря на это, император старался держать ее при себе, но также отчасти потому, что только так Адо могла наблюдать за тем, как растет ее сын. И только премьер-министр Шишоу смог выдавить Адо из гарема, чтобы отправить туда свою дочь Лоулань. Из-за этого уже Лишу лишилась последней возможности найти поддержку у Адо. Но если что, Адо хоть и покинула гарем, но все еще живет на территории внутреннего дворца, пусть и в отдельном поместье. А в это время императора, которого все еще терзало чувство вины из-за того, как он поступил с Адо, он искал способ, как выполнить свое обещание и сделать ее сына наследником. Хотя сам Джинши все это время всеми способами отпирался от этих обязанностей. Он, как и его мать, скорее стремился к большей свободе от дворца, от его интриг и слухов, и не раз просил императора дать ему имя, то есть возможность основать свой клан. И как я говорил в прошлом видео, одной из причин, почему император выбрал в качестве императрицы Гёкуё, было то, что ее сын, что унаследовал иностранные черты матери, не устраивал многих во дворце. И как только император добился бы согласия Джинши, он мог бы назвать нового наследника, официального младшего брата, тем самым сдержав обещание, данное Адо, и при этом удовлетворив большинство из придворной знати, хоть при этом он и пожертвовал бы Гёкуё и их общим сыном. Но на самом деле это уже не нужно ни Адо, ни Джинши. И как только Адо узнала об этом плане, сама была шокирована такой подлостью по отношению к Гёкуё. Кстати, частью плана императора была и Лишу, поскольку ее рассматривали в качестве будущей наложницы и, возможно, жены для Джинши. Можно сказать, чтобы сделать Лишу официально частью семьи. Император считал, что так для нее будет лучше, хотя саму Лишу беспокоило то, как ее воспринимают, то никто не видит в ней человека и все решают за нее. Я думаю, на самом деле она не хотела становиться наложницей уже у третьего человека. Император относился к ней как к маленькой девочке, дочери, которую нужно правильно провести по жизни. В случае же с Адо он уже давно не видел в ней партнера или супругу, а воспринимал скорее как подругу. Сама же Лишу хоть помнила и думала о родной матери и отце, но все же видела в Адо родительскую фигуру и искала поддержку у нее. А как именно она относилась к императору, это не особенно понятно. Важно то, что в будущем Лишу все же старается сепарироваться и стать более сильной и самостоятельной. А Адо уже давно смирилась со своей судьбой и даже предупреждала Мао-Мао о том, что та может повторить судьбу самой Адо и остаться запертой во дворце, если Мао-Мао все же согласится и вступит в официальные отношения с Джинши. И хоть она все еще в обиде на императора, но все-таки пытается жить с тем, что имеет. И лишь император Ка Юян до последнего пытался исполнить свое обещание. До последнего пытался сделать наследником своего первенца и впадал в настоящую ярость, когда Джинши своими же руками нарушал все планы императора на его жизнь. Но когда по-настоящему над императором нависла угроза смерти, он все-таки отступил от своей цели, хотя насколько окончательным было это решение, пока что неизвестно. Таким образом, можно считать, что эта странная дефективная семья по итогу развалилась, с тем, как Лишу все же решила стать более взрослой, с тем, как император и Адо наконец поговорили с друг другом. Пусть она была очень странной, асимметричной и возникла из-за эгоистичного желания императора, но она была его единственным шансом на короткое время получить то, что сыну неба недоступно по сути его статуса. А на этом видео заканчивается. А также можете посмотреть прошлое видео из этой серии про Лихуа и Гёкуё. И на этом все.